Всем привет! Сходить в Большой театр мечтает каждый. Мне это удалось. Посмотрела балет «Драгоценности». Расскажу, как купила билеты, что видела со своих мест, в целом о схеме обзорности в зрительном зале главной исторической сцены Большого театра. Итак, я купила билеты на сайте большой.ру. Здесь также можно ознакомиться с графиком продаж, но об этом в конце видео. Я выбрала самый дешевый билет за 800 рублей. Последний, четвертый ряд, самого верхнего четвертого яруса. 20 место было по центру. По ощущениям, вид из окна четвертого этажа. Кстати, на четвертом ярусе расположены стоячие места. Я не видела, чтобы на них продавали билеты. Скорее всего, они для студентов балетных и театральных вузов. Преимущество четвертого яруса – возможность рассмотреть настоящее произведение искусства – 8,5-метровую люстру из хрусталя и бронзы. Второе преимущество последнего яруса открылось во время самого балета. Полностью видишь рисунок постановки, всю геометрию хореографии. Но детали, конечно, не рассмотреть. Для этих целей я припасла бинокль. Кстати, я слышала, что многим приходилось стоять весь балет, поскольку обзорность была минимальная. Но мне, рядом сидящим, было достаточно комфортно видеть все сидя. «Драгоценности» – это балет без сюжета. Состоит из 3 частей – изумруды, рубины и бриллианты. Каждый акт в цветовой гамме камней. Композиция спектакля, виртуозность танцоров были вполне обозримы с этой высоты. Для такого абстрактного балета верхний ярус идеален, показал всю красоту представления. Третье преимущество четвертого яруса – большой буфет находится именно на этом этаже, а значит, не придется стоять в очереди за бокалом шампанского. После представления я прошлась по всем ярусам и ложам и успела заснять для вас обзорность. Итак, третий ярус. Уже не так ярка люстра, но сцена чуть ближе. Второй ярус показался для меня оптимальным по цене и обзорности. Но важно понимать, здесь и даже в партере есть места, в которых видимость ограничена конструкциями зала. Цены на эти места обычно достаточно низкие. Обращайте на это внимание. На первом ярусе вы еще ближе к большому искусству. В билетаже замечательно видно и всю сцену, и весь зал. Ложи здесь максимум на 8 человек. Очень уютно и камерно. В партер, нижнюю часть зрительного зала, мы хотели фотографироваться в антракте. Здесь, конечно, другая обстановка. Много дам и детей в вечерних платьях. Можно понаблюдать за музыкантами оркестра и, конечно, рассмотреть мастерство и грацию танцоров. Лучшие места здесь стоят около 15 тысяч рублей. Как же я купила билет всего за 800 рублей? Билеты продаются на сайте большой.ру и в кассе театра. На сайте надо заранее зарегистрироваться. Нас интересует историческая сцена. На ближайшие даты обычно остаются только дорогие и не самые лучшие места, поэтому лучше покупать заранее. Продажи обычно открываются за 2 месяца до спектакля. Итак,
Мы смотрим на сайте дату и время открытия продаж, и в назначенный день и час выбираем свой билет. Лучше и удобнее это делать с компьютера, хотя я была в дороге, и мне пришлось все оформлять с телефона. Кстати, если вы берете для компании, заранее у всех возьмите паспортные данные. Все билеты в Большом театре индивидуальные, даже детям оформляются по свидетельству о рождении. Такой небольшой гайд у меня получился по Большому театру. Ставьте лайк, подписывайтесь, будет еще много интересных обзоров.